Приветствую вас, дорогие друзья! Снова мы встречаемся на моем канале, и поговорим мы сегодня об энергетических вампирах. Кто они такие, какие бывают, и в конце видео я расскажу вам, как защититься от этих людей. Итак, энергетических вампиров можно поделить на три группы. Это люди, которым недостаточно энергии, у которых нарушен вот этот обмен энергии. Мы с вами живем в таком мире, что мы все время отдаем и берем энергию. Берем мы ее от природы, от окружающей среды, из питания, от каких-то эмоций, книг, фильмов, а также и от других людей. Мы обмениваемся этой энергией. А энергетический вампир – это человек, который лишился по какой-то причине подпитки от окружающей среды, то бишь от природы и от той энергии, которая идет к нам свыше от Господа Бога. Первая группа энергетических вампиров является самой опасной. Это те люди, которые одержимы, которые подключены к темным силам. Естественно, это будут черные маги, те люди, которые занимаются колдовством, которые проклинают, желают зла, наводят порчи и при помощи мира энергии, мира духовного пытаются как-то навредить кому-то. Либо же которым уже, скажем, эти бесы вредят уже им. Также это больные психические люди. В общем-то, все одержимые – это больные психические люди. Вторая группа – нездоровые люди. Люди, которые находятся в состоянии стресса, которые тяжело больны и, как я уже сказал, психически нездоровы, неуравновешены. Эта группа также вынуждена питаться энергией окружающих людей. Это каждый из нас знает, что если ты какое-то время общаешься с человеком, который очень болен, или же который находится уже при смерти, то ты ощущаешь потерю энергии. Причем энергии не только физической силы, и физическая сила теряется, но уходит, главное, эмоциональная энергия. У тебя нет сил радоваться, нет сил проявлять какие-то эмоции. И бывает такое опустошение, что даже проявлять эмоции зла, раздражения, гнева нету сил. Но это уже крайняя степень опустошения, отсутствия энергии. Потому что все-таки вот эти эмоции гнева, раздражения, они очень сильные, и человек до последнего их проявляет. И третья группа энергетических вампиров, она самая, скажем, такая безопасная, самая не причиняющая вред, это творческие люди, то есть это артисты, поэты, писатели, также это дети и старики. Но старики не те старики, которые совсем больные, а старики, которые относительно здоровы, просто уже по возрасту, скажем, они нуждаются в других, нуждаются в том, чтобы за ними ухаживали, как-то какие-то помощь им оказывали. И детки. Конечно, дети в период роста являются маленькими вампирчиками. Им нужна эта энергия, которую они берут от взрослых, для того, чтобы они развивались, росли. Поэтому дети так прилипают к взрослым, все время задают какие-то вопросы, все время спрашивают что-то «ты меня любишь? Ты точно меня любишь?» Как-то манипулируют нами. Все это они делают для того, чтобы получить энергию, которая нужна им для роста, для развития. Особенно сейчас, когда нагрузка очень велика, нагрузка от компьютеров, нагрузка от программы обучающей, которую дети получают, и вообще от окружающего мира. Естественно, нужна энергия, нужна какая-то дополнительная подпитка, и детки поэтому становятся такими, скажем, нуждающимися в родителях, в каких-то друзьях. Очень много людей сейчас говорит о том, что раньше дети как-то собирались в компанию, общались друг с другом и целый день находились на улице. А сейчас наоборот, дети не отлипают от родителей. И везде даже на какие-то свои мероприятия стараются тащить родителей, чтобы они участвовали, чтобы они как-то проявляли какие-то эмоции. И, естественно, дети получали от этого энергию.
Каким же образом эти вампиры забирают нашу энергию? Ну, еще два слова надо сказать о том, что значит энергия. Энергия у нас есть в розетке, электроэнергия, да? И энергия это скорее такое физическое определение из физики. А здесь я имею в виду жизненную силу, которую мы получаем от природы, от Бога, по праву рождения. Каждый из нас получает жизненную силу. И у нас есть определенный запас этих жизненных сил. Когда человек болен, ну вот, допустим, онкозаболевание, и там у ясновидящего, у экстрасенса спрашивают, вот, будет жить этот человек или нет, то я, как ясновидящий, всегда смотрю на количество жизненных сил. Болезнь может быть очень страшной и несовместима с жизнью. Но если жизненных сил много, а это видно в ауре человека, то тогда человек будет жить. Пусть он будет жить плохо, как-то он может даже существовать, а не жить, но его жизнь будет продолжаться, потому что не растрачена вот эта жизненная энергия, жизненная сила. И вампиры забирают именно ее. Каким же образом это происходит? Ну, первая группа, как я сказал, людей, одержимых и связанных с темными силами, забирает ее жестоко, насильно, против воли человека. Опять-таки, они это делают через свое колдовство и через какие-то специальные техники, как бы присасываются щупальцем к человеку и откачивают его жизненную силу. Но это самый страшный вариант, потому что таким образом человек может даже погибнуть, если он долгое время будет находиться рядом с таким человеком. Это вызовет быстрые какие-то нарушения в организме. Это может быть инсульт, это может быть инфаркт, это может быть и онкология, но которая очень быстро развивается. Да? Говорят, вот он сгорел от рака. Да? Это, в общем-то, может быть тот случай. Люди одержимые, как правило, даже по городу можно заметить этих людей, когда вот ходишь, прогуливаешься. Такие люди часто стремятся идти в центр, где люди, идти к храму, к церкви. Ну, то есть это люди нездоровые, по ним видно, что они нездоровые, они там проклинают, они что-то сами с собой разговаривают, кого-то видят, могут на кого-то даже в воздухе, как бой с тенью у них может быть, то есть они могут как драться с кем-то. И такие люди, ну это уже крайняя такая степень, они очень сильно забирают энергию, и, в общем-то, вы даже не можете повлиять на это. Нужно просто прекратить взаимодействие с этим человеком, если это возможно. Конечно, если это не ваш какой-то близкий. Вторая группа людей, то есть больных людей, вот там психически нездоровых, ну, это еще такое нездоровье, да, если первая группа это уже одержимый человек, то есть полный неадекват, то вторая группа это еще психическое, нервное такое нездоровье. Больные люди, как я сказал, они привыкли забирать энергию через жалость, то есть эти люди все время жалуются, они выводят вас на какие-то эмоции. Потом эти люди могут говорить без умолку, не останавливаясь. Они стремятся очень сильно подойти близко, встать живот к животу, нос к носу. Знаете, есть такие люди, которые просто лезут к тебе в лицо. Это тоже вампиризм, одна из форм вампиризма. Также эти люди не дают вам что-то сказать. Вот, это может быть по телефону, или это может быть, вот, когда вы находитесь рядом друг с другом. Такой человек будет разговаривать и не останавливаться. То есть он даже не дает вам сказать одно-два предложения. Это тоже знак вампиризма. Значит, они выводят на жалость. Если не получается, тогда включается другая стратегия. Это вывод на эмоции гнева. Они могут делать вам замечания, они даже могут вас ударить. То есть любой ценой вывести вас на эмоции раздражения и зла. Если у них это получается, тут уж вы сами виноваты. Вы открылись, и, конечно же, вы им сливаете свою жизненную энергию, жизненную силу.
Это самый частый, скажем, вид, да, энергетического вампиризма, и таких людей довольно-таки много. Это распространенная группа. Третья группа, как я сказал, это творческие люди. Они, в общем-то, как бы добровольно забирают вашу энергию. Ну, например, если мы приходим, покупаем билет на выступление, на концерт какого-то нашего любимого артиста. Он отдает нам свою энергию, а мы взамен отдаем ему свою энергию. Мы восхищаемся этим человеком, мы аплодируем ему, мы открыты в этот момент, потому что музыка, она раскрывает наше энергетическое поле, мы поднимаемся в более высокие такие состояния, у нас появляется радость, там, у кого-то даже эйфория может быть. Очень много отдают люди, которые являются такими фанатиками. Вот это иногда можно наблюдать, что есть кто-то, кто просто аж пищит от того, что вот он видит своего любимого артиста, и там, чтобы с ним как-то соприкоснуться, подойти к нему, он готов на все. Конечно, такой человек отдает очень много энергии, очень большой заряд. И здесь уже дело артиста, насколько он честный, насколько он порядочный человек. Он может возвращать эту энергию, то есть может происходить обмен энергией. Он делится с вами своей энергией, вы своей. А может он только брать. Это уже зависит от конкретного человека. И, конечно, здесь вы можете и наполниться, и опустошиться. Ну, надо сказать, что это люди такие, творческие люди. Они нуждаются в одобрении, в похвале, в таких вот эмоциях восхищения. Это помогает им, скажем, в их таланте. И является только лишь таким добровольным способом, да, заполучения энергии. Поэтому эта группа вампиров самая безопасная, самая такая не причиняющая вред. Самая опасная группа – это первая, одержимые колдуны. Самая распространенная – это вторая группа. И, конечно же, как я вам и обещал, каждого человека интересует, а как защищаться от этих энергетических вампиров. И нужно сказать, что от каждой группы вампиров существует своя техника защиты. Ну, от колдунов, черных магов, если вы знаете, что человек этим занимается, прекратите общение с ним. Профессионально он этим занимается, или он аматор, получается у него или не получается. Лучше уйти от контакта с этим человеком. Потому что, в общем-то, защититься простому человеку бывает очень сложно. Но здесь нужно надеяться на свою интуицию. Если вы ощутили какое-то негативное влияние, здесь уже вам нужно обратиться либо к какому-то хорошему целителю, либо в храм, либо поехать на место силы, какое-то очень хорошее место на природу. То есть всеми доступными вам методами читать молитвы, как-то спасаться. Вторая группа вампиров, она черпает наши силы через эмоции. И самая лучшая защита от таких людей – это быть безразличным. То есть понимать, что этот человек энергетический вампир, и вам нужно не выдать ему эмоцию гнева и жалости. Если вы будете улыбаться, и, допустим, на все его какие-то такие манипуляции вы будете говорить, что ничего, у тебя все будет хорошо, ты обязательно выздоровеешь, или же мы найдем выход из этой ситуации. То есть вы будете вместо негатива давать ему позитив, и даже можете представлять, что вы дарите этому человеку розы, или же что вы направляете ему такие большие губы, свою любовь, то этот человек, он очень быстро перестанет свою, так сказать, мелодию повторять и отстанет от вас, не будет черпать от вас эту энергию. Потому что вы не даете ему ту энергию, которая ему необходима. А вы даете ему более высокочастотную энергию. И, соответственно, он ее взять не может.
Ну, от третьей группы вампиров можно спасаться как бы просто выбирая тех людей, которые близки вам по духу, общаясь с теми творческими людьми, которые не только о себе говорят, о себе думают, но которые в первую очередь ставят, ну, что называется, во главу угла своего зрителя. Вот это и отличает вампиров от невампиров. И если этот человек преподносит себя, вот посмотрите, какой я великолепный, какой я интересный, какой я весь из себя, тогда это вампир. Он скачает с вас эту энергию, и вы мало того, что деньги оставите, так еще и свою силу оставите. И совершенно другой человек, артист, который говорит, я работаю для зрителя. Зритель главный. Я вот на ютубе нашел ролик, где Алла Пугачева пришла и общается с Клавдией Шульженко. И та говорит ей в конце, обязательно нужно поклониться своему артисту, своему зрителю, сделать низкий земной поклон. Таким образом, вот это очень нравится зрителям, вы будете тогда очень любимы, то есть она ее учит. И вот что Алла Пугачева, что Клавдия Шульженко это делали. То есть это говорит о том, что они не забирали энергию у зрителя, а между ними происходил обмен. Конечно, есть и сейчас такие артисты. И, пожалуйста, подумайте несколько раз, прежде чем идти к какому-то артисту на концерт или в какой-то театр, на какой-то творческий вечер. Думайте о своей энергии. Вы, наоборот, обменяетесь, вы обогатитесь, и тогда это прекрасно, тогда это помогает вам. Или вы будете опустошаться. Ну и, конечно, в общем-то, защищаться помогают символы защитные, которые есть в вашей религии. То есть, если вы православны, это крест, это иконы, это может быть святая вода, священные вещи. Если их брать на такую беседу, на такую встречу, или если мысленно перекрестить этого человека, то это может вам помочь. Ну и в разных религиях, соответственно, другие защитные знаки, символы. Ну и работают также определенные обереги, амулеты, в том случае, если они заряжены персонально под вас. Так что берегите себя, берегите свою энергию и до новых встреч на моем канале. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не потерять следующее видео.